Hadi el ele tutuşun. Oğlum. Hadi el ele. Hadi el tutuşun. Deniz. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. Сможет ли Денис укрепить связь между Алией и Джиханом? Останутся ли Алия и Джихан семьей, независимо от того, жив Баран или нет? Расстанутся ли Шахин и Нари? Воссоединятся ли Зерин и Кая? Как Садакат отреагирует на неприятные события в жизни своих детей? Узнает ли Экмель, что Баран жив? Встанет ли Шахин на сторону Джихана, когда узнает о злодеяниях своего отца Экмеля? Какой вред причинят Демир и Экмель Джихану? Заставит ли Садакта Алью оклеветать его, чтобы избавиться от него? 33-я серия сериала «Узксихир. Далекий город» будет наполнена как тенями прошлого, так и тяжким бременем будущего. В этой серии, где каждый герой будет испытывать свою совесть, любовь и гнев, молчание заговорит, а подавленные эмоции вырвутся наружу. Со смертью Барана эмоциональное и юридическое равновесие в особняке будет нарушено. Семейная структура, перестроенная доминирующей героиней Садакат Ханем, на этот раз окажется в кризисе, который никто не сможет контролировать. Судьбоносная связь, сплетенная между Алией, Джиханом, Денис и Бараном, будет гореть в сердцах каждого по-разному. Денис со своими смешанными чувствами, несмотря на юный возраст, станет новым элементом равновесия в особняке. Денис, замкнувшийся в себе после известия о смерти отца, станет единственной связью, которая связывает Алию и Джихана. Как бы ни колебалась Алия, любовь в глазах Денис будет держать их вместе. Доверие Денис к Джихану и решимость Алии сохранить этот брак, несмотря на угрызения совести, станут одними из самых хрупких балансов, удерживающих семью на плаву. Денис построит мост между двумя взрослыми, позволяя им по-новому взглянуть на свои сердца и свои обязанности. Однако с пробуждением Барана этот мост пошатнется, и сердце Денис снова разделится. И все же Алия и Джихан выберут быть вместе ради Денис, независимо от того, жив Баран или нет, ведь они больше не будут семьей, связанной узами крови, а пережитой болью. Чувства Шахина и Нари начнут рушиться под тяжестью правды. Узнав, что Баран жив, а Экмель скрыл эту правду, Шахин будет разрываться между любовью к Наре и преданностью семье. Однако Нари будет чувствовать себя одинокой в этом внутреннем конфликте. Несмотря на любовь друг к другу, они больше не смогут найти общий язык. Нари устанет от нерешительности Шахина и решит идти своим путем. Узнав о поступке Экмеля, Шахин отдалится от отца и присоединится к Джихану. Этот переход положит начало серьезному перелому в характере Шахина. Нари отдалится от него, но связь между ними не будет разорвана полностью, ведь оба останутся незаживающей раной в сердцах друг друга. Долго сдерживаемая любовь между Зерин и Каей выйдет на поверхность. Правда, открывшаяся из-за беременности Зерин, потрясет их до глубины души. Кая придет в ярость, когда подумает, что Зерин лжет, но когда она узнает правду, в ней разразится буря. Несмотря на все свои страхи, Зерин найдет убежище у Каи. Это еще больше подорвет авторитет Садакат Ханем. Зерин, вопреки воле матери, прислушается к своему сердцу. Кая будет поддерживать Зерин, и этот союз станет причиной грандиозного скандала как в семье, так и в обществе. Они воссоединятся, но это воссоединение будет болезненным, поскольку тени прошлого будут преследовать их на каждом шагу. Садакат Ханем не сможет сдержать гнев из-за того, что ее дети не живут так, как она хочет. Выживание Барана, настойчивое желание Алии остаться замужем за Джиханом, возвращение Зерин к Кае и неповиновение Джихана матери сведут ее с ума. Она станет враждебно относиться ко всем, заявляя: «Я поддерживала порядок в этом доме, а ты его разрушил». Этот гнев будет все больше изолировать ее.
Ее обида на Алью будет расти, поскольку она будет воспринимать свое влияние на Джихана как проклятие, лишившее жизни ее сына. Садакат Ханем не удовлетворится просто изгнанием Альи из особняка, на этот раз она попытается полностью ее дискредитировать. Она тайно разработает план, оклеветав Алию, чтобы загнать ее в угол как в глазах общества, так и в глазах закона. Заключение Алии станет частью плана Садакат Ханем, но этот план также приведет к ее собственному падению. Узнав правду, Джихан разорвет все связи с матерью. Тем временем Экмель узнает, что Баран жив, и эта информация станет для него ценным активом. Он воспользуется этой правдой, чтобы оказать давление как на Надима, так и на Демира. Цель Экмеля – подорвать семью Альбора изнутри. Он попытается скрыть свои прошлые преступления, манипулируя возвращением Барана. Однако Шахин постепенно раскроет козни своего отца. Узнав о грязных делишках Экмеля, он начнет вставать на сторону Джихана. Этот союз расстроит планы Экмеля и Демира. Теперь Шахин станет стратегическим союзником Джихана, а не врагом. Демир и Экмель замышляют злодейский план против Джихана. Они подделают документы компании, чтобы обвинить Джихана в хищении, пытаясь дискредитировать его как в деловом мире, так и перед законом. Но Джихан раскусит эту уловку и будет действовать раньше них. Он соберет улики, чтобы загнать Экмеля и Демира в угол. Однако в этом процессе возникнет серьезная опасность, коррумпированные связи Экмеля физически атакуют Джихана. Это нападение вновь доведет Алью до грани страха, заставив ее рискнуть всем, чтобы защитить его. Посреди этого хаоса Садакат Ханем начнет терять и сыновей, и репутацию. Раскрытие клеветы, которую она заставила Алью на него наслать, создаст серьезный раскол в семье. Заявление Джихан «Я больше не твой ребенок» станет для Садакат Ханем величайшим наказанием. Ее гордость, как и весь порядок, который она выстраивала годами, рухнут. В конце эпизода каждый заплатит за свой выбор. Невиновность Алии откроется, но это открытие полностью изменит как ее отношения с Джиханом, так и порядок в особняке. Шахин даст показания против Экмеля, Зерин и Кай решат уйти вместе, а Баран поймет, что ему не вернуть сердце Алии. В финальной сцене, где Садакат Ханем остается одна, единственная слеза в ее глазах демонстрирует тщетность всех войн. Каждая последующая серия «Далекого города» будет отголоском этого разрыва. Любовь будет подвергнута испытанию, дружба разрушению, а семейные узы переосмыслению. Возможное возвращение Барана к жизни будет не просто возвращением, а противостоянием, где каждому придется исследовать свою внутреннюю правду. На этом мы завершаем очередной анализ. Не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.